Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом коротком, но очень полезном видеоуроке я хочу рассказать о том, как сохранить местоположение твоих ярлыков на рабочем столе, чтобы в случае какого-либо непреднамеренного изменения положения ярлыков ты смог легко восстановить их прежнее положение. Вообще в нормально работающей системе ярлыки не должны сами по себе меняться. Если у вас получается так что часто ярлыки сбиваются либо в левую кучу, либо в правую сторону, либо вверх, либо просто перемешиваются между собой, то есть вероятность большая того, что у вас какое-то вредоносное ПО установлено на компьютере. Для этого вам нужно просканировать полностью систему антивирусной программой на наличие вирусов и прочих нежелательных программ. Можете сделать это стандартными средствами Windows, средством Windows Защитник, предварительно обновив его до самой последней версии, установив самые последние обновления операционной системы Windows, либо сторонним любым хорошим антивирусным набором программ, любым антивирусным ПО. Если вы просканировали систему и убеждены в том, что у вас нет вирусов, а иконки все равно периодически меняются, то вам поможет небольшая программа. Ее даже устанавливать не надо, она запускается портабельно, то есть вы запустили ее, она сделала свое дело, далее вы ее закрыли и на некоторое время вы можете о ней забыть, она не будет висеть в фоне и никаким образом нагружать систему не будет. Еще хочется отметить то, что несмотря на то, что в нормально рабочей системе иконки не должны перемешиваться, но бывает такое, например, если программа какая-нибудь, у вас какой-нибудь ПО меняет разрешение экрана, то есть какая-то программа может работать с другим разрешением экрана, то при завершении этой программы происходит изменение разрешения экрана и иконки могут перемещаться. То есть в таком случае могут меняться положение иконок. А также если у вас планшет с операционной системой Windows и вы периодически воспользуетесь функцией поворотом экрана, то же самое иногда такое может происходить, что у вас все иконки перемешиваются, либо меняют свое положение. Итак, для того, чтобы быстро решить эту проблему, не тратить много времени на перетаскивание каждой иконки в случае их перемешивания, это занимает очень много времени, сил и нервов, нужно скачать программу. Программа называется, она небольшая, портабельная DeskSafe. Очень важно, я не могу указать ссылку, но в принципе в поиске в Яндексе и в Google она легко ищется, и по первым трем ссылкам, трем-пяти ссылкам вы найдете, где скачать. Очень важно, чтобы вы скачали именно приложение DeskSafe от производителя Thorsten Cloud, потому что есть и другие, я их не проверял в работе, а это в работе проверено. Кроме того, она абсолютно бесплатная, свободна в использовании, то есть если вам предлагают купить это приложение, то закрываете этот сайт и найдите где-нибудь в нормальном месте скачать. И также не нужны никакие взломщики, кряги, лечение никакое. То есть приложение по умолчанию бесплатно. Скачивайте и пользуйтесь. Итак, после того, как вы скачали, скорее всего у вас будет это zip архив. Я скачал 8-ю версию, что на данный момент последняя. Вы можете скачать 8-ю, либо возможно 7-ю найдете. 7-я тоже полностью рабочая, проверенная. Итак, скачали zip архив, открываете его. Далее нам нужно создать папку для нашей программы, куда мы скопируем этот zip архив. Назовем ее произвольно, как угодно, лишь бы вам было понятно. DeskSafe, к примеру. Сохранили. Открыли папку. И копируем все из архива в эту папку. Скопировали. Закрываем архив и открываем нашу папку. Запускаем приложение DeskSafe. Оно не требует установки. Просто сразу запускаем. Вас попросят сразу создать скриншот
местоположение всех иконок. Нажимаем «Да». Окей. Все, наше положение всех наших иконок сохранилось. Далее мы можем выйти. Exit. Нажать Exit. И в случае, если у вас поменяется местоположение иконок, вот обратите внимание, я покажу на примере одной. Например, корзина была здесь. Потом она раз перемешалась и появилась где-нибудь здесь. Вы заметили, что у вас поперемешались иконки. Вы просто берете, запускаете эту программу. И она автоматически сразу после запуска меняет все на свои места. Если вы все-таки хотите, либо если вы установили какую-то новую программу установили, например, что-то добавили на свой рабочий стол, вот, какой-то текстовый файл, либо программу установили, либо хотите переместить свою иконку, чтобы теперь она находилась не здесь, а вот здесь. И хотите, чтобы теперь такое состояние программа запоминала, то после того, как вы это все переместили при запущенной программе, нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете Save Primary Layout. Нажимаете, вас спрашивают, хотите ли вы сохранить расположение ярлыков как основное. Нажимаете «Да». Все, теперь такое положение программа запомнила как основное, и в случае какого-то перемещения будет возвращать иконки в это положение. После этого можно, в принципе, выходить из программы. Далее еще есть такой момент, что по умолчанию программа восстанавливает иконки сразу после запуска. То есть, смотрите, сейчас сохранен такое расположение иконок, но если программа закрыта, все, я давно ее не запускал, но если я, например, перемещу сам свой ярлык в какое-нибудь место и потом запущу эту программу, то она автоматически, не спрашивая меня, сразу перенесет сюда. Чтобы такого не было, и чтобы восстанавливать положение ярлыков можно было вручную, а не автоматически при запуске, мы после того, как программа запущена, делаем следующее. Правой кнопкой мыши по иконке в трее, правой кнопкой мыши Options, и снимаем эти три галочки. Сняли. Окей. Exit. Теперь смотрите, у нас что получилось. В программе последнее запоминание ярлыков стоит вот такое. Я меняю ярлык, допустим, сам захотел. И при следующем запуске автоматически не меняется положение ярлыков, не возвращается в исходное состояние, а для того, чтобы вернуть ярлык, нужно будет вручную. Правой кнопкой мыши нажимаем, правой кнопкой мыши и выбираем Restore Primary Layout вручную. И он возвращает сюда. Если хотите изменить положение своих ярлыков, то же самое. Правой кнопкой мыши Save. Итак, еще раз. Save — это сохранить такое положение икона, как есть сейчас. Restore — это восстановить то, которое было сохранено. После этого можно выходить. Итак, на этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если забудете, программа на английском, я в принципе объяснил. А если вы забудете то, что я объяснял, то поставьте лайк, у вас видео будет в понравившихся. И вы сможете в любое время открыть и снова эту видеоинструкцию посмотреть. Либо добавить в плейлист, либо как-то сохранить это видео. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.